Что еще? А я вообще не с того начал. Херачить. Будет ли она работать с одноразовыми держателями? Блин, да сравнивать я вообще хер знает, как их сравнивать. Остается переключиться, рассказать, как это все работает. Мне нужна вещь. Где моя вещь? Всем привет, с вами Сан Саныч, он же Александр Масолов. И на этот раз, мы же на вашем канале будем выкладываться. На этот раз мы на канале Влад Блад. Каким образом я оказался вообще на этом канале? Конечно же, в первую очередь в комментариях меня должны обвинить в продажности моей жопки. Прям вот гарантированно, я люблю это дерьмо. Так что накидывайте. А по сути, вы все знаете то, что мы с Владом являемся давнишними товарищами. У нас было много совместных проектов. Иногда помогаем друг другу с какими-нибудь делишками. И вот именно этими машинками я заинтересовался еще на этапе их разработки и даже влез тем или иным образом в их разработку. Именно поэтому я сейчас сижу и рассказываю про них. Давайте лучше обсудим внешний вид тачки. Во-первых, это кроха. То есть вот по сравнению с моими, я достаточно рослый парень, но у меня не огромные лапы, не медвежьи. И вот по сравнению там с фалангом моего пальца, движочек, вы сами видите, он очень миниатюрный. И это впечатляет. Сначала у меня было недоверие, типа, как такая малютка работает. Но об этом чуть позже. Это малютка прежде всего. Сколько бы я ни старался начать работать одноразовыми держателями, с большинством тату-машинок мне это очень некомфортно. То есть вибрация от машинки, опять же, неудачная разбалансировка какой-нибудь тачки на одноразовом держаке, это очень сильно чувствуется, вот это вот дрожание в руке и недостаток веса, массы, я не знаю, тачки, держатели, всего вместе в кулаке татуировщика, приходится элементарно сильнее напирать на машинку. Как-то, короче, все это херово, и мне не нравилось, как все это контролится. Поэтому я долгое время был в поиске машинки, которой я смогу работать именно одноразовыми держателями, не возвращаясь к стальным. Таких машинок на рынке оказалось несколько, и для этой машинки это скорее, знаете, хвалебная характеристика будет, потому что по факту одноразовым пластиковым держателем я могу работать только 3 машинками. Одна тачка это Injecto Flight Nano, вторая тачка это Cheyenne Solterra, и третья тачка это вот эта вот малюточка Ultron C. Больше ни Dragonfly, ни не хочу просто названия разных фирм сыпать, но вот ни одна другая машинка мне для работы с одноразовым держателем не подошла. Поэтому в чем-то меня эта тачка спасла, я реально перестал тратить время на обработку кучи держаков после недели боевых запилов. Огромный плюс. Далее, что еще из приятностей? Баланс, вес машинки. За счет вот такой миниатюрности, я уж не знаю, как умудрились достигнуть сбалансированности во время работы, но реально даже по одноразовому держателю у меня не бежит излишних каких-то вибраций, мне не приходится гасить это все усилием кулака. И плюс еще вес самой машинки, вес вот этого крошечного двигателя у меня не слишком перевешивает. То есть, как видите, я машинку держу в основном не как-то вот так вот, как вот многие любят работать, чтобы она чуть ли на руке валялась. А она у меня в пальчиках, я вращаю машинку во время работы, подлазия, все такое. И вот этот моторчик, он не перевешивает. Мне удобно этой тачкой оперировать именно в пальцах. Не приходится вот как-то вот так вот цепляться. Плюс даже достаточно жирный такой толстый шнур, который я использую, все равно мне это остается достаточно удобным в работе. Хотя, конечно, рычаг уже изменился из-за шнура, но похер, все здорово. Еще из ключевых моментов, вот этот вот маленький размер мне показался охеренно удобным в плане барьерить. Я теперь не
ковыряюсь с отдельным пакетом вокруг машинки, а я засовываю все это в общий пакет, тот же самый рукав от клипкорда. То есть вот единым рукавом я все это барьерю, здесь резиночкой какой-нибудь прихватил, все здорово. Одной большой конструкцией. Я давно мечтал, еще купивший и поработавший Killer Bee, английскую такую тачку, я когда увидел подшипник и палку, прикасающиеся к этому подшипнику, я подумал, блин, это гениально, надо эту систему стырить. Но меня опередили. Короче, здесь подшипник и здесь палка, которая примагничивается к этому подшипнику. На самом деле это вот как бы, как по мне, в чем-то гениально с какой-то вот инженерной точки зрения, потому что нет ни одной лишней детали, нет ни одной лишней пружинки и каких-то вот поддающихся износу вещей. То есть просто представьте, блин, как бы, мне хочется ее открыть, но не буду. Короче, внутри на эксцентрике находится подшипник и к нему примагничена палка. Подшипник при вращении палку, соответственно, толкает. И эта палка просто достается оттуда. Поработали, палку положили стерилизоваться, я не знаю, выбросили, там какое угодно ей применение нашли. Новую палку взяли, на магните туда засунули. Все, ничего разбирать не надо, ни с чем мудохаться при сборке. Воткнул держатель, подрегулировался, ты готов работать. Вот, основные, наверное, преимущества такой системы. Я бы, по крайней мере, так выделил. Не представляю, где и что здесь нужно разобрать, чтобы смазать, и, скорее всего, это не требуется. Оказывается, можно смазывать вот эту часть, и в комплекте с машинкой даже есть смазка. Блять, я работаю этой тачкой месяцев 7 или 8, наверное, я ни разу не смазывал. Насчет смазки, честно сказать, я вынужден смазывать немножко чистым вазелином еще до сеанса хвостовики картриджей. Просто чтобы они элементарно не стачивались, не закусывались. Потому что если я хвостовик картриджа не смажу, то чего уж греха таить, небольшое биение на толкателе присутствует, и даже вот белесая выработка от пластика может накапливаться на толкателе. Как только я все это перед сеансом смазал, именно хвостовичок картриджа, то уже прям у меня никаких проблем не возникает. Да попробовал бы вазиком. Да, вот мне сейчас это, руками в вазик лазить делать больше нехер. Дело, блин, там не совсем в том, там, как разыскать распил. Че, снимаем? Я первый раз в жизни смазал хвостовичок толкателя. И, кстати, тачка реально работать начала тише. То есть, вот обычно она достаточно громко работает. Ну, как, блин, просто чуть-чуть громче, чем сейчас. Смазал, вроде как звук стал поблагородней. Но он и до этого меня не парил. У этой машинки есть то, чего мне не хватало у многих роторных тату-машинок за последние годы. Это достаточно акцентированный удар. То есть, вот знаете, берешь роторку, начинаешь ей татуировать, она вроде как равномерно вот пылесосит, что-то татуирует, но ты не чувствуешь такого прям тык-тык-тык-тык-тык. Здесь же, в свою очередь, прям я этот момент чувствую. И мне что нравится, как-то кожа срабатывает вот. Причем это именно вот этими машинками, когда работаешь, начинаешь татуировать как бы не самими кончиками. То есть вот на кончиках еще как такового вот удара нету. Чуть нажимаешь посильнее, и по коже испытуемого начинает вот большая вибрация такая, прям херачить. Это вот присуще именно вот этим вот двум машинкам, что я для себя отметил. То есть нужно поймать для себя некую амплитуду, на которой она вот хорошо, на твой взгляд, работает, и на этой амплитуде уже колбасится. Я эту технику работы, в общем-то, давно уже пропагандирую, много раз ее озвучивал в своих видео, но вот именно на этих машинках мне вот этот эффект очень понравился. То есть я реально уже перестал задумываться, насколько же мне нужно вот здесь или там вот контролировать кончики иглы. Я просто втыкаю до вот знакомого хруста, что называется. То есть вот чувствуете, даже сейчас по звуку, вот она втыкается, дополнительное как бы вот звучание от резины пошло. А вот я посильнее воткнул, и уже более грубый такой брук. Слышите этот звук? И вот мне не нужно уже задумываться, мне достаточно просто вот услышать вот эти вот вибрации, услышать вот эти вот звуки, чтобы плотно красить. Чего и вам, в общем-то, советую.
Кого-то, может быть, кого-то эта методика просто выручит. Тактильность пальцев и вот вибрации по коже слушаете, притапливаете чуть машинку, и она у вас великолепно красит. На контурах ровно то же самое, то есть втапливаете до нужного хруста, который вы уже, ну то есть первое время, конечно, придется приучиться немножко к этому, а потом уже все вот такое родное и знакомое получается. И на контурах единственное, что не забудьте там буквально миллиметр на полтора высунуть иголки из кончика насадки. И все, будет счастье, что контурит, что красит. В данном сеансе я все-таки решился провести несколько контуров только в угоду, только для вас, зрителей, потому что мы изначально планировали красить плавники и хвост этой рыбине, но то, как эти машинки контурят, я опять же должен вам продемонстрировать, просто чтобы вы убедились, что все в порядке. Ну и заодно как бы намекну, что контуры я делаю краской Black Magic. Как по мне, она оптимальна в моей работе именно для контуров. Я люблю достаточно агрессивно все это впиливать, для того, чтобы у меня были устойчивые линии, не разваливались. И это одна из тех черных красок, что базируется на крупных частицах пигмент. И именно в крупных размерах частиц я вижу залог успеха, потому что сами посудите, вы знаете, как работает лимфодренажная, ну, вы можете догадываться, как работает лимфодренажная система организма. Это система сосудов, которые потихоньку из наших кожных покровов, вот из этой толщины кожи, начинают вытягивать, высасывать все инородное, что туда попадает, включая там токсины и, опять же, инородные, вкрапления твердые. То есть, будь то какие-нибудь там микрозаноза, даже она может вывестись с помощью лимфодренажной системы. Не говоря уж о тату-красителях. Те пигменты, что имеют мелкозернистую структуру, если так уместно выразиться, мелкую дисперсию, они склонны сильнее выцветать, быстрее уходить. То есть многие из татуировщиков, я знаю, сталкивались с таким моментом, особенно во время насчет контурения. Законтурил, все здорово, все вроде нажористо, четенько, классно. Ты делаешь большой проект, это, допустим, спина. И вот эта спина затянулась на срок больше года. Там ближе к 10-му, какому-нибудь 15-му сеансу ты замечаешь то, что, а контурочки-то уже хочется еще раз покрасить. Потому что большая часть черных красок, они сейчас либо мелкодисперсные, либо мелкая и средняя дисперсия в пополаме. Там либо мелкая и крупная дисперсия. Соответственно, частицы угля наш организм привык выводить из себя еще с архаичных времен. То есть, там, когда люди в пещерах костры жгли, сажа, вот эти вот все дела. И уголь – это первое, с чем научился бороться наш организм. Чего уж тут говорить про тот уголь, который используется в тату-красках. И только за счет крупной частицы я борюсь как раз-таки с разбиванием контуров. Я использую крупнодисперсную краску, один раз наношу контур, максимум когда-нибудь второй раз я его чуть-чуть подкорректирую, но в большинстве случаев это даже не требуется. То есть вот прям краска – это залог успеха, зачастую именно для меня, для моего рода работы. Плюс еще особенность этой краски заключается в сополимере, который помогает эти самые частицы пигмента еще и удерживать в слоях кожи. То есть несколько связывать их. И если опытный татуировщик, работая тем же самым Black Magic, может обратить внимание, либо заметить, что проводя линию, может возникнуть сосудистая звездочка такая, и как бы краска немножко вот растекается. В случае с крупнодисперсными и сополимерными красками такая штука минимизирована. То есть даже если какая-то сосудистая звездочка пошла, можно увидеть, как сополимер ее собирает обратно. То есть вот даже вот там, знаете, такая тук и обратно всосалась немножко. Но такими пигментами зачастую работать несколько сложнее, чем мелкодисперсными, там, легко текучими. Все-таки эти краски чуть гуще, и они чуть сложнее вбиваются. И даже если уж с такой достаточно своеобразной краской прекрасно справляются эти машинки, то это лучшая для них характеристика, как по мне. Сняли такой достаточно животрепещущий для меня момент, это боковое биение иголок в картриджах. Это огромная проблема, на самом деле, для роторных машинок, потому что вот директ-драйвы, допустим, взять,
Тот, кто работает медленно, на медленных оборотах, на низких оборотах, у них, в принципе, эта проблема меньше возникает, ну, либо вообще неощутима. Те, кто работает на повышенных вольтажах, там, достаточно агрессивно, то практически все сталкиваются с тем, что иголки внутри картриджа начинают испытывать боковые биения. Вот мы, собственно, как следует запарились, сняли этот момент на макросъемке, его отчетливо видно. И тут я должен сказать то, что у Ultron C этот моментик хоть немножко и есть, но он тоже не помешал мне работать. Я вынужден обратить на него внимание специально тех людей, кому нужна повышенная точность, чтобы прям точечка в точечку била. В плане закраса даже, вот когда я там 13 РМ какой-нибудь размерностью закрашиваю, мне вот боковое биение даже иногда кажется, что помогает красить, но я не готов это прям вот утверждать железобетонно. Короче, боковые биения, как у большинства роторных машинок, есть, но они в пределах разумного. Они гораздо меньше, чем у большинства машинок, которые я знаю, которые действительно серьезно картриджи трепыхают. Но все-таки есть некоторые тачки, у которых вообще этого биения нет. Поэтому тут уже кому как зайдет, смотрите сами. Что еще рассказать про эту машинку? Да хер ее знает, наверное, за исключением того, что за полгода она меня, причем вот прям частого использования, в боевых условиях, я ее использовал даже не как вот тестовый экземпляр, а просто как вот рабочий экземпляр, которым вот мне нравится колбаситься. И вот там пришли какие-нибудь там нового китайца какого-нибудь мне прислали, и думаю, да ну нахер, хочется спокойно отработать. Я брал эту машинку, спокойно работал сеанс. Просто лишь бы не экспериментировать. Настолько она мне показалась привычной. Больше я даже не знаю, что про эту тачку рассказать. Мила она мне, и все в порядке. Так, это просто Ultron Pen. Я, на самом деле путаюсь. Вот Ultron C, Ultron Pen, Tron. И сходные слишком названия, но, наверное, в этом смысл какой-то есть. Мне, правда, сегодня объяснили, какой смысл. Я, вот это вот, знаешь, я реалист, я реалист. Еще, наверное, первое впечатление имеет смысл рассказать. Однажды мне принесли вот такой, я помню его вот с такого возраста, он еще пешком под стол ходил. Притаскивают мне вот такую вот крохотную маленькую тачку, типа, на, чувак, поработай. Я такой, блядь, что это? Ну, Pen. А что недоросший такой? Ну, старались маленьким сделать. А что с вибрацией? Да вроде вот нормально все победили. А вес не маленький? Да вроде все, да типа не еби мозги, на, поработай. Окей. Начинаю работать. Такой, прикольно. После того, как мне принесли эту машинку, был ряд изменений, там какие-то там конструктивные советики, там, короче, все это переделывалось, претерпевало изменения, и в конечном итоге в серию пошла ровно эта же машинка, только чуть в другом корпусе. Мы начнем с анпака, и рассказывать я буду про серийный образец. Анпак отдельно меня порадовала упаковочка, коробочка. То есть обычно, ты знаешь, картонная коробочка, приезжает, там распотрошил ее, все такое. Тут такой тубус на такой, советский манер. Я помню, да, что-то такое было же вот в подобных. Тачка. Причем тачка вот она прям крохотулина. И изменили, почему-то сверху, я смотрю, чуть потолще стало. И масса, вроде как вес подрос у нее. Но опять же, по поводу веса я уточнял, и оказывается, на стадии прототипа очень много мастеров жаловались, что легковато. Сделайте, пожалуйста, чуть-чуть потяжелее. И вот это уже в угоду татуировщикам, насколько я понимаю, было сделано. Внутри тубуса, вот занятная надпись на красном фоне: «Храните инструкцию внутри, чтобы не поцарапать машинку». Поэтому вот так, и чтобы не поцарапать, забавно. Инструкцию, в принципе, я глазами пробежался. Я, во-первых, рад, что она есть. Во-вторых, здесь хотя бы написано там вот «работать на 6-11 вольт». Потому что, реально, многие тачки, покупаешь, непонятно там, на каком вольтаже ей работать. Какие-то там элементарные характеристики, требования производителя, что можно делать, что нельзя. Все это отсутствует. Есть QR-код, который все такие... потом схожу.
И на этом, собственно, вся вот эта электронная переписка и заканчивается. Возвращаемся к самой тачке. Во-первых, это, наверное, самый маленький пен, который я, в принципе, видел, либо держал в своих руках. Да, есть совсем коротенькие пены, там китайцы делают, но они вот такие вот толстые в большинстве своем. А это именно вот в таком вот миниатюрном диаметре, сопоставимым, там, я не знаю, с большим пальцем среднего человека. В таком весе я пенов не видел, и мне это нравится. Отдельно, кстати, в отношении пена и эргономики, ну, то есть, во-первых, вот это вот расстояние, оно укоротилось, соответственно, хвост РЦА, весь хвост уже вот как бы расположен над кулаком, но не слишком высоко, как это бывает зачастую. То есть все это стало более компактно. Сам вес сместился уже в сторону кулака мастера, то есть у многих пенов либо вес равномерно размазан по машинке, либо преобладание веса в хвостовой части бывает за счет движка и плюс провода. Здесь же такого вот откровенного преобладания веса сверху я не чувствую, оно как-то вот больше в кулаке, наверное. Мне удобно, короче, работать. Касаемо держателей, очень важное замечание, которое вот для меня это, как я говорил уже, достаточно критично на протяжении многих месяцев. Одноразовость расходников в работе. Вот эти вот все пены, там у каждого свой стандарт держателя, одно к другому подходит, не подходит. В конечном итоге у меня там целая батарея разнокалиберных держаков. Нахер мне все это надо? Я решил стремиться к одноразовым держакам. Единственные одноразовые держатели, которые я сейчас знаю, это Cheyenne Pen, оригинальные держаки. Так вот, они подходят к этой тачке. И все это время, что я работал этими машинками, я работал именно одноразовыми держателями. То есть вот родной держатель, который шел в комплекте, я его как убрал, так, по-моему, и не доставал. Ну или разочек я его сварил, просто убедиться, что покрытие не облезет. И все. Сам углубился в одноразовые держаки, и прям здорово. Причем отдельно я кайфанул, но у меня, к сожалению, они сейчас закончились, хотя я очень хотел показать этот момент. Одноразовый шиеновский держатель, который, знаете, он прям вот большой-большой, как стакан такой получается. Так вот, машинка в него помещается практически полностью, и вот из этого пластикового держателя у вас торчит только вот хвостик провода. И все. Я сначала так, диковато, прикольно такой вкручиваю. Ну, то есть машинка просто спрятана внутри держателя полностью. Когда начал работать, мне это еще и показалось прям вот удобно. То есть держак, он пластиковый, не добавляет весу, но при этом достаточно хваткий. И вроде как тачку меньше барьерить приходится. Она у тебя один хер вот здоровенным держаком полностью закрыта. Ну, то есть вот эти вот какие-то моменты мне показались удобными, либо как минимум прикольными, забавными. Далее по держателям. Мне еще и достались вот такие вот стальные держатели. То есть вот стальных держателей для пенообразных тачек я не видел в природе в принципе. Если кто знает вот пены, базирующиеся на стальных держателях, пишите в комментариях, опять же, мне будет интересно почитать. А так вот, ребята, кстати, держаки прям мне нравятся, как изготовлены, вот в плане заполировано, там качество, плюс еще нанесена символика логотипа. То есть обычно вот когда символику наносится, она такая с задирчиками, там какая-нибудь дурацкая, то есть вот качество изготовления зачастую по таким вот мелочам и смотрится. Здесь заусенцев нет, здесь ни одного задира, здесь равномерная полировка, нержавеющая сталь. Охеренно. Оп-оп-оп. После того, как я вот этот вот жирный держатель накрутил на машинку, центр тяжести всей конструкции окончательно смещается мне в кулак, и машинка, по сути, становится невесомой в моем восприятии. Точнее, я чувствую огромный вес именно вот здесь, прям увесистая. Но вес ушел с рычага, вес ушел сверху. И, соответственно, мне прям манипулировать этой тачкой становится крайне удобно. Даже это компенсирует вес тяжеленного провода, которым я пользуюсь. И, соответственно, в работе прям вот я думаю, что это кайфово. Но, опять же, все равно предпочитаю пластиковые держатели. Пару моментов еще касаемых чистоты и удобства пользования. Во-первых, здесь два уплотнительных кольца. И вот то, которое побольше, как бы сказать, то, которое выше расположено,
Под него можно заправлять барьерную защиту для того, чтобы вот как бы по всем правилам забарьериться. Но я знаю то, что многие из вас хуй на это клали, и, в общем-то, все барьерку натягивают прямо поверх держака, фиксятся, и, в общем-то, все нормально. Я, наверное, склоняюсь к тому, что оба способа забарьериться правильные, поэтому без разницы. Но резиночка там есть на всякий случай. Имеет смысл, наверное, сравнивать русское с русским по большей части и по меньшей части русское, там, допустим, с американским. Так вот, если русское с русским сравнивать, ну, охуенно цивильные изделия. Потому что вот большинство тачек, блядь, это либо шестигранники торчат, либо там сочленения какие-нибудь, либо качество покрытия, прям, я не знаю, можно ногти стачивать об него, вот, знаете, как наждачка. Либо какой-нибудь там сраной краской, блин, вот просто в ведро макнули машинку, типа, о, мы ее покрыли. Здесь я вижу вот то, то, что всем нам нравится именно в Шиене, там, в ФК Айронсе, в каких-то вот подобных, вот действительно как, зарекомендовавших себя фирмах. Она охеренно сделана с дизайнерской точки зрения, с точки зрения покрытия, вот тактильных каких-то. То есть вот этим вещам я прям, ну, восхищаюсь. Прежде всего потому, что это делается в России. Ладно, там из Америки приехал, я бы, ну, как привычно это воспринял. Но на фоне наших вот этих вот уродцев, блядь, от наших билдеров, это вообще супер вышаг. Звук. Практически бесшумная машинка. То есть я шелест, естественно, от тачки слышу, но это же механизмы определенные, там, движок, вот это вот все. Но это очень тихо, очень приятно. И опять же, кстати, учитывая вот эти вот все размерчики, вес, я думаю, что девочкам эти тачки должны очень сильно зайти. И звук, он ляжет в эту же копилку. То есть девочка с такой маленькой машинкой и тихо звучащей, я думаю, испытает удовольствие. А не так, что, ну, вроде купила такую прям цацочку, такая приходит домой, такая включает, а там... Поэтому вот, все, в общем-то, по каким-то вот действительно современным требованиям, современным стандартам татуировщика все это соответствует. Касаемо удара и акцентированности удара. Как я и говорил, вещь, помогай нам. Я начинаю работать кончиками, звук, я не знаю, от микрофона. Вот он появляется, и чем сильнее я придавливаю, тем сильнее его должно быть слышно. И вот когда вы находите нужную амплитуду, то, о чем я говорил в первой части видео, и на этой амплитуде, на этом звуке уже вот треск, слышите, характерный, и погнали красить уже. Вот это вот моя присущая мне манера работы, которую я искренне и вам рекомендую. Она зачастую спасает. Особенно, когда ты переходишь с одного участка на другой участок, который совершенно по-другому играет, совершенно по-другому кровит. Все это происходит на одном и том же сеансе. И глазами это бесполезно как-то пытаться контролировать. И вот, зато тактильно ты перешел на новый участок, уловил пальцами новую вот эту вот амплитуду, запомнил ее и продолжаешь вот именно на этой амплитуде красить вот этот вот свой новый участочек. Меня это всегда выручает. Вот, вольтажик я, наверное, даже побольше накинул бы. И вот, собственно, на этой вот вибрации уже офигенно все красится. Ну, а когда захотите контурить, естественно, накиньте где-нибудь там вольт-полтора сверху и немножко вытащите кончики иголок из насадки, то есть чтобы они торчали примерно на миллиметр, на полтора. Вот и все, что вам понадобится для того, чтобы уверенно контурить этой тачкой. И сегодня, в принципе, вот вы видели, что я контурил области возле колена. Это достаточно сложные участки, это с перепадами по высоте, это с пустотами, так сказать, под кожей, ну, то есть особенно в области сухожилий. То есть у тебя сухожилие выпирает, сразу после сухожилия некая такая пустота, в которую ты проваливаешься. И это все крайне херово и неудобно работать. И вот эти вот советики, которые я сейчас озвучил, тут иголочки вытащил, тут треск характерный услышал. Мне помогает справляться как раз-таки со всеми этими сложными местами. И уж тот момент, как контурить пеном, это для многих мастеров это запретное. То есть вот я знаю крайне мало людей, кто умеет контурить пеном по-нормальному. Ну, либо получается.
Вот я сегодня этой тачкой контурил специально на камеру для того, чтобы вы видели, что Пен, мать его, контурит. Вот, а так, блин, по работе даже не знаю, что сказать. Как бы достаточно понятная мне машинка, мне не пришлось слишком долго к ней привыкать. Плюс еще она достаточно долго, ну, по крайней мере, вот этой версии я проработал очень долго. И имеет смысл предположить, что это еще и надежная тачка. Закрашивание. Именно закрасы большинством мастеров не считаются чем-то сложным. Да, типа, красить легче всего. Но я вас уверяю, что это так же сложно, как и контуры. Просто вы все это недооцениваете. Сколько раз вам приходилось свои же работы перекрашивать там вторым, третьим слоем, там, плотнее, ярче делать. Это все реально требует большого скилла и вдумчивого подхода к выбору машинок, иголок и краски, которыми ты работаешь. Собственно, насчет машинок вы сейчас можете видеть в работе, насколько уверенно все это красить, как 7RM я использую размерность от T-Tech с мембраной, и 13RM тоже T-Tech, тоже с мембраной, достаточно жесткие иглы, с достаточно такой агрессивной заточкой. И эти машинки отлично с ними справляются. То есть вот такое комбо я бы прям исключительно рекомендовал для татуировщика, которому нужен прям жирный, уверенный закрас. Как вы видите, этот желтый цвет на Илье, хотя именно у этого человека склонность как раз-таки к растворению желтого цвета. Но вы знаете, что у многих производителей какие-нибудь там голдовые оттенки, ты закрасил, человек через полгода возвращается такой: слушай, у меня желтый куда-то делся. Ты смотришь, а там действительно желтый весь исчез. Не то, чтобы он побледнел, а его просто тупо нет. Наши организмы за счет того, что желтый цвет имеет мелкую дисперсию, тот момент, который я упоминал касаемо черного. Так вот, желтые пигменты практически все построены на мелких дисперсиях, и именно поэтому они быстро улетучиваются из наших татуировок. И именно в этом желтом цвете мне пришлось долго и вдумчиво подбирать крупный размер пигмента, чтобы он, мать его, наконец держался. Я устал перекрашивать свои же работы. И вот, наконец, это та самая краска, с которой я лишил себя этих удовольствий. Я один раз закрасил и забыл. И, собственно, вот здесь на видео вы можете прекрасно видеть, насколько это плотный, насколько яркий цвет. Но возвращаемся к нашим машинкам, речь сегодня про них все-таки. Вы видите, как они все это закрашивают, хотя цвета проблемные. Красный закрасить плотно сложно, желтый закрасить плотно сложно, темно-красный закрасить плотно еще сложнее. Как вы видите, на коленке я здесь все это крашу без проблем именно этими тачками, причем и пеном, и ультроном C. Вот, я даже не знаю, что добавить. В общем-то, работа подошла к концу. Пора крепить. До скорых встреч!